If you're looking for a Russian girlfriend and you wanna be 100% sure that she's a nice girl, then stay with me. Hi everyone, welcome to the Easy Russian channel, and today I'm gonna make another video about Russian girls. And in this video I'm gonna share with you my opinion about Russian girls because it's too complicated. Yeah, I hate to see a lot of comments under my videos that Russian girls are only looking for sugar daddies. I will clarify everything for you today. And don't forget to turn on English subtitles because the next part of the video is going to be completely in Russian. So if you're looking for a Russian girlfriend and you wanna be 100% sure that she's a nice girl, then stay with me. Ку-ку! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Easy Russian. Сегодня будет вновь видео о психологии женщин, русских женщин. Это сейчас очень популярная тема, и я вижу, что многих из вас интересует тема отношений, и меня жутко бомбит с комментов о том, что все русские девушки, без исключения, ищут себе sugar daddy. Поэтому, если эта тема вам интересна, если вы мечтаете найти себе русскую девушку, так что присаживайтесь поудобнее, заварите себе чашечку чая и не забудьте включить субтитры. Итак, тема сегодняшнего видео. Как понять, что девушка тебя любит? Кажется, что все очень просто. Ты встретил человека, вы друг другу понравились, через какое-то время вы полюбили друг друга, и все бы хорошо, да? Но случаются такие моменты в жизни, когда после общения с человеком, когда ты общаешься с ним полгода или год, он может поступить с тобой так, да, что ты впоследствии полностью разочаруешься в парнях или в девушках, да, в зависимости от того, с кем ты встречаешься. Я не скрою, что со мной тоже бывало такое, когда я в отношениях думала, что я знаю человека, ведь мы встречаемся там уже 2 или 3 года, но как потом оказывалось, этот человек был абсолютно не тем, каким он себя показывал в отношениях со мной, когда мы там с ним встречались, когда мы куда-то там ходили, когда мы разговаривали о чем-то. Это был совершенно другой человек, нежели он был в реальности. Давайте начнем с самого популярного вопроса, который мне постоянно задают. Мария, как найти русскую девушку? Как найти русскую девушку в интернете? Это самый часто задаваемый вопрос у меня в Инстаграме. Так, кстати, мой Инстаграм Easy Russian, пожалуйста, подписывайтесь, если вы еще не подписались. Найти русскую девушку не проблема. А вот найти хорошую русскую девушку — это уже проблема. Причем это проблема не только иностранцев, но и русских парней, которые также хотят себе найти девушку. Когда вы ищете себе девушку в интернете, через сайты знакомств, там, через Tinder тот же самый, то это очень рискованно. Во-первых, потому что вы не видите человека, вы видите его нарисованный облик. Вы можете себе такого напридумывать про девушку, которая попалась вам в Тиндере, какая она классная, какая она добрая. А окажется, что вам отвечала не эта красивая девушка, а какой-нибудь зэк из тюрьмы. И такое тоже бывает. Особенности на сайтах знакомств, где такие мошенники создают себе левые профили супер красивых девушек, пишут иностранцам и просят их выслать деньги. Ладно, об этом позже. Давайте сейчас я разберу конкретный пример. Вот вы начали общаться с девушкой в интернете, и вам отвечают раз в неделю, либо, например, только утром, либо только в определенный день, то это уже должно вас навести на мысль о том, что у человека, возможно, кто-то есть. Либо он что-то скрывает от кого-то. Возможно, там у этой девушки есть муж.
либо эта девушка в вас не заинтересована. Русские девушки воспитаны так, что они не могут вам вот прям вот отказать сразу. Мы очень воспитанные. И для того, чтобы отказать парню вот прям на 100%, сразу его послать, когда он нам не нравится, это не позволяет нам сделать наше воспитание. Поэтому если девушка вам не отвечает, если она вас динамит, игнорит, то просто отстаньте от нее. Значит, она в вас не заинтересована. И зачем вам такая девушка, за которой вы будете бегать, которая просто вас не любит, которой вы не нравитесь? То, конечно же, для того, чтобы ваши отношения были радостными, наполненными, у вас должна быть, по крайней мере, взаимная симпатия. Еще очень часто меня спрашивают о первой встрече. Как понять на первой встрече, что вы понравились девушке? Самое первое — это если девушка не расспрашивает о вас, не расспрашивает о вашей жизни, то значит вы ей неинтересны. Возможно, на фотографиях в Тиндере вы ей понравились. Она подумала: какой красавчик, да он еще и отвечает мне так интересно, может быть, он интеллигентный, или может там у него бицепсы, знаете, такой боксер. Ох, красавчик. А приходит на свидание и понимает, что не ее. И тогда смысл спрашивать и интересоваться жизнью человека, который к тебе пришел на свидание, но который тебя абсолютно не интересует, это является главным показателем того, что вы, девушке, не понравились. Значит, нужно отступить, отойти и искать себе новую девушку, а не допытываться ее и расспрашивать там, что не так, что не эдак. Поэтому, если вы чувствуете, что только вы во время свидания ведете беседу, и только вы что-то рассказываете, это уже red flag. Еще один red flag — это когда девушка во время первого свидания рассказывает вам о прошлых отношениях. Двойной red flag, если она рассказывает о прошлых отношениях в плохом ключе. То есть она материт своего бывшего парня. И, в принципе, говорить о бывшем парне на первом свидании — это такая тупость. Это значит, что эта девушка еще не вышла из своих предыдущих отношений. И если вы начнете встречаться, велика вероятность того, что она сойдется со своим бывшим парнем. Поэтому с такими девушками лучше тоже сразу обрубать все отношения и даже не начинать с ними встречаться. И еще огромнейший red flag — это даже не только для парней, которые ищут девушку, но и для девушек, которые ходят на свидания. Огромнейший red flag, когда ваш партнер пытается быть чересчур откровенным. Например, приходит на первое свидание и начинает говорить: ты знаешь, я не верю в любовь. Это сразу 100% ход манипулятора, который сажает вас на свой крючок, чтобы вы после таких слов начали думать: о нет, она не верит в любовь, я должен это исправить, я должен 100% это исправить, ведь только со мной она поверит в любовь. Бред собачий. Bullshit. Человек ищет себе жертву, знаете, человека-консерву. Это человек-консерва, это такой человек, который должен быть вот у этих манипуляторов, когда им грустно. Вот, например, он такой весь откровенный, да, этот человек или эта девушка, да, она вообще там с вами может не общаться долгое время, либо вы будете состоять в отношениях, но она не будет вам ничего писать, она будет такая вся, знаете, в делах, только со своими друзьями тусить, и про вас будет вспоминать тогда, когда ей херово, когда, например, я не знаю, ей не заплатили зарплату, и у нее плохое настроение, либо когда ее же друзья ее кинули, да, ушли куда-то без нее гулять, и вот ей скучно, ей грустно, и она думает такая: вот у меня тут есть вот Вася, Петя, позвоню-ка я вот сегодня этому, там, не знаю, Ване, и мы, значит, с ним куда-нибудь сходим. А этот Ваня сидит неделю, 2 недели, а еще и отвечает она ему раз в 3 дня, и он, бедный, бежит, сломя голову, потому что он безумно ждал
этой встречи, потому что он за это время уже реально успел влюбиться в эту девушку. В итоге она проводит с ним время, и она, может быть, даже ведет себя очень nice, такая вся: ой, ты такой классный, даже там ему скажет каких-то пару слов о любви, и потом после встречи она забудет про этого Ваню еще на месяц-другой. Она как бы воспользовалась человеком как консервой, да, которую вы берете с собой в поход, вы ее открыли, вы ее съели, вам зашибись, и все хорошо. И выбросили эту банку, и вы о ней больше не вспоминаете. Хотите ли вы быть человеком-консервой? Я так не думаю. Поэтому как только вы чувствуете вот эти вот манипуляторские нотки, вот это вот over искренность такая, чересчур вот такая честность и открытость к вам, это red flag. Пожалуйста, сразу же отсекайте такого человека. Такие люди вам не нужны.